У каждого своя дорога за покерные столы. Кто-то посмотрел трансляцию турнира, кому-то правила объяснили друзья, кто-то наткнулся на рекламу в интернете. И всех новичков, независимо от пройденного пути, объединяет одно. Нет, не страсть к карточным играм и не желание на пике карьеры разделаться в хедс-апе дорогого МТТ с Даниэлем Негриано. Их объединяет полная растерянность и абсолютное непонимание происходящего за столами. Выучить комбинации оказывается недостаточно, чтобы их комфортно собирать в ходе сессии. Хаос приводит к многочисленным ошибкам, которые, в свою очередь, непрерывным потоком уносят деньги из первого депозита. С вами Покер.ру. Подпишитесь на канал, чтобы первыми смотреть наши новые видео. И сегодня мы обсудим главные ошибки, которые допускают новички, только планирующие прийти в покер. Лузовые диапазоны. Новички, в принципе, не всегда понимают, что такое диапазоны стартовых рук. Тем более странно требовать от них понимания термина «лузовый», так что объясним простым языком. Результаты в покере учитываются на дистанции, и каждая конкретная стартовая рука с каждой позиции показывает разный плюс или минус. Задача регуляра для каждой позиции создать свой набор стартовых комбинаций, которые отыгрываются строго плюс или ноль с учетом рейка. Эти наборы прибыльных комбинаций и называют диапазонами, спектрами, рейнджами. Ирония в том, что в плюс играется совсем мало рук. На ранних позициях их от 20% от общего числа. На поздних до 50%. Остальные руки в играх на 4 и больше человек нужно просто выбрасывать. Естественно, новички не знают, какие руки выгодно использовать. Одно дело карманные тузы, другое — одномастные 6-7 на средней позиции. Они входят в раздачи с любыми стартерами, которые кажутся им красивыми. Их диапазоны становятся лузовыми, то есть слишком широкими. И в итоге теряют деньги, даже не понимая, почему это происходит. Совет. С самого начала нужно раздобыть и выучить чарты стартовых рук. Так называются таблицы с выделенными комбинациями для всех позиций и для всех возможных действий. Open Raise, 3-bet, Call. Можно их распечатать и держать перед глазами во время сессий. Вообще-то это запрещено, но организаторы по понятным причинам закрывают глаза на такие, так сказать, нарушения. Лимпы. На первых порах для неопытного игрока покер выглядит каким-то пасьянсом по сбору комбинаций. То есть сбор комбинаций становится самоцелью. Естественно, возникает желание увидеть как можно больше флопов с как можно большим количеством стартовых комбинаций. А вдруг что-то получится? И, естественно, хочется смотреть доски за наименьшую цену. Лимп, другими словами, кол на префлопе вместо open raise, кажется логичным действием, ведь мы вносим всего лишь один большой блайнд. И тут начинается. Эти наглые, бессовестные соперники совсем не согласны давать нам такую цену. Они постоянно рейзят нас, что вызывает раздражение. И ведь мы уже отдали блайнд, что же теперь выбрасывать? Так и быть, доплатим 2-3 блайнда, увидим борт. И, скорее всего, выбросим на конт бет. Ведь в хорошую комбинацию мы попадем хорошо, если один раз из 3. Покерные ошибки называют ликами, утечками. Из-за них утекают деньги. Так вот, лимпы — это даже не ручей, это настоящий водопад, из-за которого баланс игрока непрерывно обнуляется, требуя очередного депозита. Совет. Полностью отказаться от лимпов. Нет, этот прием имеет право на существование в стратегии МТТ и дорогом кэше на позиции малого блайнда, но на микролимитах о нем можно полностью забыть. Когда новичок узнает, что нужно разнообразить игру лимпами, он уже, скорее всего, будет достаточно опытен, чтобы правильно им научиться. Вместо лимпов используем Open Raise по выбранным чартам. Открывающая ставка создает Fold Equity, а именно дает шанс забрать банк, когда оппоненты не рискуют за него побороться. А стартовый банк — это технически главная цель в покере. Непонимание позиций. Речь здесь не столько о позиции за столом, хотя она крайне важна для планирования раздачи. Разговор об относительной позиции, точнее о порядке ходов на постфлопе. Тот, кто действует первым, играет без позиций, последним — в позиции. Участник позиции имеет больше информации, так как может оценить не только свои карты и доску, но и решения оппонентов. А информация в покере — это все. Кто владеет информацией, тот руководит столом. Для понимания, игра в позиции позволяет реализовать в среднем на 30% больше equity, чем по голому расчету в калькуляторе. Простой пример. У нас флэш-дро. В позиции мы можем калировать ставки соперника.
взять бесплатную карту или выбрать рейс, который оппонент без позиции закалирует кратно неохотно. А если мы натянем свой флэш, сопернику придется гадать, что делать. Ни ставка, ни чек-колл в его положении не будут простыми решениями. А теперь наоборот. Мы без позиции с тем же флэш-дро. Колл на флопе – норма. А вот уже на терне половина флэш-дро просто не пролазит по эквити. Почему? А потому что предполагаемые шансы банка у нас отвратительные. Если мы платим за шанс натянуть флэш, мы должны получить оплату на ривере. Предположим, получилось словить масть. Ура, у нас флэш. И что дальше? Донкбет? Соперник может просто выбросить, а наш колл на терне уйдет в минус. Чек с планом на чек-рейс? Так соперник может чекнуть следом, оставив нас в дураках. Совет. Оценивайте положение за столом с точки зрения перспективы игры на постфлопе. Старайтесь играть как можно чаще в позиции и пореже без нее. Например, когда мы открываемся с кат-оффа и получаем 3-бет от малого блайнда, такие руки, как одномастный король-валет, можно и закалировать. Их эквити мы можем реализовать на постфлопе. А вот если 3-бет пришел от баттона, лучше эту руку отправить в 4-бет с дальнейшим фолдом, если оппонент запушит. Да, есть риск потерять 10-15 блайндов, но после колла на дистанции мы гарантированно потеряем больше. Слоуплей. И вот он, нац неуязвимый, долгожданный. Надо было его разыграть так, чтобы раздача запомнилась на всю жизнь. Но ведь соперники наверняка испугаются и не станут платить. Чек на флопе. Ну уже, поставьте же кто-нибудь хоть что-то. Снова чек, и малюсенький банк после шоудауна достается любителю слоуплея. Оговоримся, что в покере немало ситуаций, когда выгодно придержать темп раздачи. Например, когда у нас топовый сет на сухой доске. У соперника просто нет комбинаций для колла. Тогда да, мы даем ему шанс зацепиться за борт на терне или ривере, да и блеф он может придумать. Но в абсолютном большинстве ситуаций нужно действовать максимально агрессивно. Крупные ставки, рейзы, чек-рейзы, пуш – все это должно быть в арсенале покериста, собравшего сильную комбинацию. Но ведь нам не заплатят, не согласятся новички. И будут совершенно правы. Им не заплатят, потому что они действуют только с сильными руками. Суть в том, чтобы агрессивные линии исполнялись как с натсами, так и с блефами. И если соперник знает, что игрок способен на дорогие ходы с воздухом, в будущем у него не возникает вопрос о коле с блеф-кетчером. Он всегда платит value. Совет. Пока нет понимания, в каких ситуациях стоит слоуплеить, лучше совсем откажитесь от использования этого приема. Нужно сразу наращивать банк с сильными руками и одновременно плотно работать над теорией, выстраивая диапазоны, наполненные достаточным количеством блефов. Ведь без них соперники действительно не станут платить. Мало фолдов. Хироколы – роскошное зрелище, которое будоражит умы зрителей не меньше, чем классные блефы. Только вот в трансляциях с дорогих серий соревнуются в основном профессионалы. Они хорошо понимают, что делают. Новичок же в состоянии только бездумно повторять их ходы. А это едва ли не худшее, что можно сделать. Новичок должен работать над базовой логикой, над диапазонами и математикой. Это поможет ему находить прибыльные решения, и хироколы будут нужны крайне редко. По крайней мере, до поры до времени, пока вы не столкнетесь в хедс-апе Тритона с Патриком Антониусом. Фолд – это не проявление слабости. Не обращайте внимания на соперников, которые после вашего паса начинают подначивать вас и обвинять в трусости. Фолд – это часть сильной стратегии, и он спасает не меньше денег, чем зарабатывают хорошие ставки и блефы. Совет. Не подозревайте всех в том, что они хотят вас обмануть. На микролимитах общая тенденция заключается в излишней пассивности, то есть поле жутко недоблефовывает. Так какой смысл оверколить против таких соперников? В любой непонятной ситуации склоняйтесь к фолду, если, конечно, нет других путей побороться за банк. Банкролл менеджмент. Просто начну играть, а там как пойдет. Такие мысли приемлемы в первый день и даже неделю после знакомства с покером. Но как только появляется желание расти и подниматься по лимитам, нужно составить детальный план. Речь не о долгосрочных целях вроде занести главное событие в СОП и улететь на Бали на частном самолете. Нужен подробнейший поэтапный проект продвижения по лимитам – банкролл менеджмент. What is a good bankroll? Отталкивайтесь от суммы, которую можете потратить на покер в первое время. Сюда нужно включить приобретение базового софта, трекера для сбора статистики и программы для анализа раздач, калькулятора Equity.
Очень неплохой вариант заплатить за несколько занятий начинающему тренеру, который является плюсовым игроком низких лимитов. Это значительно ускорит прогресс. А далее оцениваем оставшиеся деньги для депозита. Имеем в виду, что эти деньги отныне таковыми не считаются. Теперь это банкролл, средство, инструмент по производству новых денег. И выстраиваем подробный план, при достижении какой суммы пробуем новый лимит, сколько бай-инов выделяем на эту пробу. И всегда, абсолютно всегда в апстрике, даунстрике, в топовой форме и худшем состоянии придерживаемся этого плана. Если игрок не готов к такой дисциплине, добро пожаловать на завод или в офис. It's true. Обучение всегда должно проходить на самых низких ставках. Это минимизирует неизбежные потери. Однако, когда фундамент стратегии построен, прорывайтесь минимум на NL10-25, где начинается относительно настоящий покер. И очень неплохо, если стартовый банкролл позволит это сделать без долгого гринда на NL2. Совет. Стройте планы роста в самом начале карьеры, прямо на бумаге или в электронной таблице. Нашему мозгу нужна визуализация, иначе рано или поздно он взбунтуется против бесконечного гринда. А покер — это действительно гринд в почти непрерывном состоянии стресса. Банкролл-менеджмент помогает пройти весь путь плавно и с минимальными перепадами настроения и результатов. Плохой выбор столов. Чтобы научиться лучшему, нужно учиться у лучших. Красивая фраза и к покеру вполне применимая, только новички нередко воспринимают ее неправильно. Речь не о том, чтобы взять кредит для оплаты бай-ина в турнир дорогой серии и сразиться за столом с Адрианом Матеасом и Алексом Фоксеном. Любители в таких соревнованиях — миллиардеры, покупающие удовольствие поиграть с топовыми профи. Учиться у лучших следует дистанционно. Можно смотреть их курсы, разбирать их раздачи, посещать их стримы. Это все полезно. Но ввязываться в противостояние с ними за столом – идея плохая и однозначно минусовая. По крайней мере до тех пор, когда уровень новичка хотя бы приблизительно не подравняется под средний уровень регуляров лимита. Но в целом, чем больше за столом регуляров, тем ниже ожидания. И наоборот, чем больше любителей, тем ЕВ выше. Но какие именно любители нам нужны? Это достаточно простой вопрос с таким же ответом, с максимальным впип, то есть с высоким процентом разыгрываемых рук. Отличные кандидаты — любители с впип от 50%. Если нашли соперника с показателем выше 70%, не смейте покидать стол, пока за ним такой оппонент. Совет. Тщательно выбирайте столы с любителями. Если слабых игроков в составе вовсе нет, не стесняйтесь пересаживаться за другие столы. На высоких лимитах есть определенный кодекс, по которому принято катать регвары в ожидании любителя. Однако этими нюансами нужно будет озаботиться не ранее, чем на NL200. В турнирах нельзя выбрать конкретный стол. Однако можно выбирать события, привлекающие большое количество любителей. Чем больше фишек удастся собрать с них в начале турнира, тем выше шанс дойти до финального стола в противостоянии с регулярами на поздних этапах. Ошибки — это нормально. Главное, чтобы каждый проигранный доллар работал на вас, а не против. Убираем лики, прокачиваем теорию, выстраиваем банкролл-менеджмент. И однажды вы окажетесь там, где играют по-крупному. Но теория без наблюдения за практикой приносит мало толку, поэтому обязательно смотрите на канале разбор раздачи в казино Хастлер на ставках 500 тысяч долларов. Действующие лица — Алан Китинг, британский регуляр, и его оппонент IT-предприниматель Майкл Мончик по прозвищу Техас Майк. Учитесь у тех, кто уже играет на высоких лимитах. Если видео оказалось полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и делитесь ссылкой с друзьями. Пусть как можно больше новичков узнают о 7 главных ошибках в покере.